Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп. События до конца 2023 года. Как изменится моя жизнь? Или какие события произойдут, новые события, какие двери передо мной откроются в конце года, что я смогу реализовать, чего не избежать или неожиданности. Вот такие вопросы давайте зададим картам. Вы, мои дорогие водолеи, допускаете как раз из области иррационального альтернативные варианты как и нашего восприятия, так и развития событий. Поэтому я думаю, какой-то инсайт вы все равно получите определенно. Или мы с вами, я надеюсь, проведем приятное время. Но давайте подумаем, все равно же какие-то подсказки для нас будут. И первое у нас классическое Таро, первая колода. Что важно знать или, может быть, учесть, что для вас будет наиболее приоритетным до конца года, как это видят карты. Двойка пентаклей. Иногда называют эту карту «игра с деньгами». Хотя я бы сказала так. Это карта, которая говорит не что так непостоянно, как перемены. И нас она призывает не строить каких-то далеко идущих планов. Тех планов, которые, знаете, может быть, на десятилетия. Как будто что-то будет меняться. И смысл идет именно таков, что ты пока пробуй как будто себя. Пробуй в новом деле. Ни от чего не отказывайся. Но и не давай обещаний. Не давай там каких-то таких, знаете, громких, может быть, тоже как обещаний, обязательств. Понимаете, вот это вот все нет. Но и где-то к людям относиться также, понимая, что ну, обстановка может измениться. Не то, что нас тут кто-то обмануть хочет или ну, что-то затеял. Нет, обстановка будет все время меняться. Нам придется это учитывать. Как бы не запланируешь, мои дорогие водолеи, надолго. А вот где-то адаптироваться как к ситуации, к обстоятельствам или быстрой смене событий и откликнуться. Потому что по этой карте прекрасное значение, что мы можем попробовать себя в новом деле, а у нас получится лучше, чем у профессионала. Интересно, давайте мы с вами спросим, чего не избежать или каковы неожиданности. Как видят карты? Получение денег, получение новости, получение письма, получение документов. Иногда это та новость, которая иногда, вот правда, проигрывается эта карта, это туз пентаклей. Конечно, прямое значение – это деньги, безусловно, или какие-то бумаги, документы. Но по факту, вот по крайней мере, я по себе сужу, у меня она только так и проигрывается, что приходит какая-то новость, которую я совершенно не ожидала. И вроде бы я все распланировала, у меня все идет по плану, что называется, ничего не предвещало. И вдруг вот это известие, оно меня ну, где-то ломает мои планы. Я в последующем пойму, что да, вот это было необходимо. Но первый момент может быть такая своеобразная растерянность. Но я надеюсь, это не у всех проиграется, но хотя вполне вероятно какая-то новость, которую вы не ожидали, как раз за полгода. Причем это, знаете, новость такая, ну, которая каким-то образом влияет ну, на ход дел ваших или на, как мы говорим, судьбоносная какая-то новость, да, то есть она будет иметь какое-то принципиальное значение. Или все же, я так думаю, что вы можете начать заниматься, предположим, у нас впереди двойка пентаклей, мы можем как искать работу, пробовать себя вообще в каком-то виде деятельности, которым прежде совершенно не занимались. И нам говорят, что получается лучше, чем у профессионала, и есть возможность заработать деньги. И я так думаю, для большинства из вас именно так и проигрывается. И может быть, даже работа-то не новая, но может быть есть какой-то элемент новизны в том, чем вы заняты. И тогда у нас все равно получается очень хорошо, и более того, мы как-то можем, может быть, неожиданно для самих себя увеличить наш финансовый доход и какие-то в последующем перспективы. Но у вас две финансовые карты, вы будете как будто решать их, заниматься вопросами финансов, и как будто вам пространство будет в этом помогать. Видимо, для вас это будет наиболее актуально. Давайте мы с вами узнаем. Колода золоченого Таро. События до конца года.
события второй половины 2023 года, и мы тоже достанем две карты. И первая у нас будет называться «Новые события». Вот что новое ко мне придет за эти месяцы до окончания года. Что нам подскажут карты? Каково новое событие? Ух ты! Признание в любви. Или десятка кубков, полнота счастья, радости, когда мы и вдохновлены, и у нас что-то получилось. Своего рода итог, потому что 10. Мы действительно можем остаться довольным решением финансовых вопросов. У кого-то это проиграется в личной жизни, предложение какое-то. Если вы долго встречались, вы можете с вашим любимым человеком подумать о том, чтобы жить вместе или, может быть, оформить ваши отношения. У кого-то проиграется напрямую, как личная жизнь. Но кроме этого еще могут быть у нас вопросы, связанные с недвижимостью, с благополучием, что-то улучшаем, что-то, может быть, реструктурируем, такое тоже может быть. Или это полнота счастья, потому что какой-то серьезный вопрос вы решили. И в данном случае с тузом пентаклей получение каких-то важных документов, бумаг, согласований, может быть, и в высоких инстанциях. Мои дорогие, 3 карты. Мы получаем то, что мы хотим. И, кстати, по двойке пентаклей очень хорошо начинать какое-то свое ремесло. Знаете, вот так с нуля практически. И опять же, мы уже увидим эффект. Даже если вы бизнес, предположим, интернет-магазин или что-то, может быть, онлайн, что-то вы такое, или ремесло, может быть, вы что-то умеете делать лучше всех, и вам нравится этим заниматься. Прекрасное время развить свои таланты, потому что эффект вас обрадует. Давайте мы достанем вторую карту, чем запомнится нам вторая половина года, или что будет до конца 2023 года. Ну, шикарно. Королева Пентаклей – это карта стабильности, когда у нас все под контролем. Когда мы, кстати, свою мечту делаем былью, потому что самореализация проходит по Королеве Пентаклей, ведь для нее важно все. Для нее важны и, кстати, вопросы здоровья, видимо, для кого-то из вас, может быть, будет, знаете, необходимость, тут не про болезнь нам говорят, а про здоровье с целью профилактики. Потому что королева Пентаклей понимает, мне должно хватить сил буквально на все. Поэтому она уделяет своей физической форме тоже как бы внимание. Это может и говорить еще о смене имиджа. И это может и говорить о том, что опять же мы зарабатываем деньги. Эмоции, отношения, деньги для вас, мои дорогие. И это то, что нас оставляет довольными. Как будто у нас получается какое-то дело. Как и в личной жизни, так и по деньгам. Вот, наверное, вот эти две энергии, которые, кстати, часто переплетаются. Это тема любви и тема денег. У вас они действительно могут вот быть очень актуальными, и словно одно дополняет другое. И если одно идет в рост идет и второе. И если с одним вы как будто больше взаимопонимания, может быть, с вашим человеком, больше каких-то приятных чувств, эмоций, мои дорогие водолеи, это не магия, но я могу предположить, что будут вот где-то в геометрической прогрессии расти и деньги. Попробуйте. Похоже, что так оно и будет. Давайте мы узнаем на колоде стабильные карты. Можно только мечтать до конца года, пусть так оно и будет. Давайте мы узнаем на колоде Таро иллюминатов, а что нам будет помогать. Что-то же нам должно помогать. Какие-то энергии. Как видят карты. А если мы не будем торопиться, в каком-то спокойном ритме, когда мы умеем ждать, видимо, будет в каких-то вопросах необходимость, знаете, себя не тормошить и не ускоряться. Может быть, это необходимость 1-2 дня подождать. Но, значит, если вы видите, что какая-то обстановка сложилась такова, что вы на нее не влияете, по этой карте ведь нам о чем говорят?
что именно обстоятельства могут складываться так, которые не в нашей власти. И поэтому тут сколько ты не тормоши себя или кого-то, мы не ускорим. У нас пентакли растут на дереве, ускорить рост мы не можем. И вот как будто надо мудро это принять. И тогда это нам будет помогать. Может быть, какую-то ситуацию или какую-то работу, правда, мы должны детально изучить. День-два или какое-то время на это нужно будет потратить. Вполне вероятно. Давайте спросим, а что нас будет радовать? Вообще эта карта ваша, королева мечей, но интересно, это прообраз Юдифи, и, видимо, в герметической колоде Таро. И, видимо, раз она вам выпадает в значении, что меня будет радовать, вы знаете, какой-то, ну, ведь Юдифи у нас, если мы говорим, это кто? Это библейский персонаж, и исторический персонаж, женщина, которая смогла освободить практически свой народ от ига. Так вот, вы что-то такое, знаете, как миссию какую-то свою, очень важную, можете выполнить. И правда, у вас тут что-то получится сделать настолько хорошо, что вы поймете это как задел на будущее. Будет у вас, может быть, либо проект, либо возможность получить должность, заработать денег или что-то, как какое-то важное решение, может быть, в личной жизни принять. И причем энергии ваши рациональные, где-то больше хладнокровия, и когда мы никому ничего не рассказываем. И вот, значит, какое-то дело, которое, может быть, для кого-то совершенно невозможно такое совершить, а у вас оно получится. Вот какой-то квантовый скачок вполне вероятно вы можете совершить или сделать что-то для самих себя. Очень важное, доброе, хорошее. Это именно тот задел на будущее, который вам, может быть, принесет популярность, а может быть и финансовый успех, или будет делом вашей жизни, или каким-то образом, мои дорогие водолеи, изменит вашу жизнь. Вот будет какой-то пункт во второй половине 2023 года. Давайте мы узнаем, а что же будет нам препятствовать или мешать. Тоже интересно, правда? Не бывает же все гладко. Увы, мы бы хотели, хотя у вас тут, в принципе, все гладко. Должна сказать, что нам, если мы говорим, что будет радовать нас. Здесь, видимо, я бы сказала так, такой нюанс еще, мои дорогие водолеи, когда выпадает королева мечей, мы не должны, если у нас что-то получилось, а у нас все-таки карта холодная, и сама королева, обратите внимание, бледное лицо, никаких эмоций не выражает. И вот нам будет помогать где-то, когда вы будете одевать на себя маску. И даже если вам что-то нравится, да, и у вас получается, я бы сказала, хоть и нет вот такого прямого значения в этой карте, но восторг лучше не изображать. Как будто не сеять какую-то зависть, понимаете? Или что-то, себя как-то не позиционировать особенно, даже если у вас что-то вау, как получилось, а у вас обязательно получится. Поэтому чем мы меньше рассказали, тем спокойнее спим. Итак, что нам может помешать? Какие могут быть трудности? Давайте спросим. А вы знаете, нам придется удерживать какую-то победу. Вот точно то, что я сейчас сказала, очень даже надо принять к сведению. Это карта победителя, по сути дела. 6 жезлов. Когда у нас определенно получается решить вопрос, дело, у кого-то популярности будет, у кого-то медийности касаться, у кого-то вообще, вот, знаете, какая-то веха произойдет в жизни, переломная, может быть, но все зависит от того, конечно, на что вы нацелены, настроены, что вы себе в план поставили, что вы хотите осуществить. Так вот, здесь есть победа. Так вот, эту победу нам придется удерживать. 50% успеха только составляет как будто достичь какой-то планки или вершины, а остальные 50 удержаться на этих позициях. Может быть, поэтому нам и говорят, что нас будет радовать, если мы где-то будем очень проницательны, хладнокровно рациональны, но непроницаемы. Вот это будет точно нас как и радовать, так еще и помогать. Потому что победитель знает, во-первых,
всегда обстановка будет меняться. И поэтому он где-то настроен на то, что придется корректировать что-то, где-то гибко приспосабливаться. И поэтому обещать кому-то что-то, может быть, поэтому у нас выпадает двойка пентаклей, и мы с вами сказали, не строим каких-то грандиозных планов, мы просто пробуем что-то. А у нас оно все равно как будто идет в рост. Мы здесь больше готовы к каким-то переменам, понимаете, нежели мы словно застолбили место, сели и успокоились. Вот тут это нет, тут так не пойдет. Тут может пойти в любой момент все что-то вот в кривь, в кость, потому что, видимо, обстановка такая будет, и мы должны быть к этому готовы. И если мы говорим, нам может помешать именно то, что желание успокоиться. А нам говорят, нет, рано радоваться, как будто так. Да, ты достигаешь то, чего ты хочешь, но и как удерживать, так и идти вперед. Не время успокаиваться. Прекрасная ведь карта. Но тут как будто мы сами раньше времени можем так, ну вот где-то обмякнуть или сказать себе, ну все, буду отдыхать. А тут ни про какой отдых нам пока не говорят. Видимо, полный вперед и дальше. Давайте достанем вторую карту. И что нам еще может как препятствовать или каким-то образом ну, какую-то сложность создавать. И у нас выпадает и старший аркан справедливости. Поэтому в первую очередь я бы сказала так, что будьте аккуратны с законом. Эмоциональное равновесие нам придется держать. У нас все-таки весы. И если мы говорим про кармические узлы, это ось, овен и весы, как раз планетарно так будет складываться, что знак зодиака Овен, а это как бы прогрессивная сила считается по кармическим узлам, или преобладающая, она на нас всех влияет, так что ну где-то нам может захотеться настоять на своем, пойти в разнос, или где-то мы не удержим эмоции. А здесь нам две карты, посмотрите, такие достаточно холодные, в одних энергиях, которые обе говорят, что нет, тут надо сдержаться где-то и не давать поводов, может быть, для того, чтобы какую-то ситуацию, обстановку обострить. А с другой стороны, тут эмоции могут помешать увидеть какую-то реальность. Поэтому эмоциональный баланс у нас на карте справедливость изображен в виде весов. И в другой руке держит меч, как будто нужно готовым быть от чего-то отказаться. Но я думаю, тут для вас не проблема. То есть от того, что уже служит балластом, или мешает. Вот тут тоже нужно быть готовым, как будто, ну, вот так вот отрезать, или, ну, иносказательно понятно, но, видимо, придется пересмотреть какие-то свои планы или, опять же, поменять в связи с изменяющейся обстановкой и просто быть где-то гибче. Но закон мы не нарушаем. И в первую очередь мы должны быть честны сами с собой. И нам еще раз эта карта, иногда это значение проигрывается как внезапная новость. То, чего мы не знали. Но это у кого-то может проиграться как смена закона, смена руководства или еще каких-то вот таких моментов, которые сопряжены с властью или с законом, когда обстановка тоже начнет меняться, и мы опять же должны удерживать свою победу. И это может произойти внезапно, но будет на нас оказывать какое-то воздействие. У нас достаточно сильная позиция, но от того, как мы ее будем удерживать, нам будет необходимо быть вот внимательному и очень как будто прозорливому. В каком плане? С одной стороны, ведь королева мечей – это интеллект, с другой стороны, где-то и интуиция. Вот, наверное, совмещение интеллекта и интуиции дает какую-то, как и независимую позицию, и неуязвимую тоже. Предугадать на пару шагов вперед определенно стоит. Просчитать с помощью интеллекта тоже нужно. Вот поэтому вот эти энергии будут для вас важны. Мы можем и столкнуться, кстати, по карте справедливость, где-то, может быть, решаете или иные вопросы с представителями власти или с высокими чиновниками. И это тоже может создавать определенные сложности. Давайте мы узнаем. У меня колода 78 дверей. Давайте мы узнаем, каким будет переход. Или какие двери передо мной откроются на 2024 год, в конце 2023 года. Что для меня может быть возможно, как видят карты. Ключевые значения – это дверь в этой колоде и ключи. Какие двери передо мной откроются? Ух.
Вот все, что я сейчас говорила, и выпадает пятерка кубков, мои дорогие, вам придется делать словно квантовый скачок, это правда. Обстановка будет меняться, и она потребует от вас принятия быстрого какого-то решения. Может быть, вполне, вот как по этой карте у нас двери горят, и девушка со второго как будто этажа, она зовет на помощь. А карта нам показывает, что в округе нет никого, нам никто на помощь не придет, поэтому надеемся сами на себя. И если мы спрыгиваем, это у кого-то может, правда, проиграться. Вот такие энергии, которые я подробно уже не буду повторяться, остановилась по королеве мечей, по карте старшего аркана справедливость. Вот такое хладнокровие, умение видеть, что по факту, быстро оценить обстановку, просчитать, нам будет очень важно для того, чтобы что-то сделать такое, чего бы раньше не делали. Вот, наверное, та самая где-то как прообраз Юдифи может проиграться и потребует от нас каких-то альтернативных действий. К этому нужно быть готовым, что-то сделать. Я называю это квантовым скачком, потому что девушка, которая изображена, ведь в принципе, это посмотрите, не такой высокий этаж нам показан, да, но она, может быть, растерялась. Это где-то взглянуть страху в глаза и сделать то, чего не делали раньше. Она боится именно потому, что она не прыгала из этого окна. Хотя, по сути, ну что, ну, может быть, синяк бы один заработала, но ведь угрозы жизни нет, правда, прыгнуть? А как будто надо быстро принимать решение. Вот вы в какой-то подобной ситуации можете оказаться. Хорошо, давайте мы еще спросим, а какие еще двери? Ну вот если вы, мои дорогие, видимо, вот сделаете что-то для себя очень существенно важное, у нас выпадает карта Император, ваш статус изменится, материальное положение изменится, вы будете совершенно уже как бы в другом качестве, вы сами можете руководить каким-то процессом, все-таки Император – это карта власти, вы можете от того, как вы какое решение примете и как вы будете действовать, зависит вообще, ну, где-то качество вашей жизни, ну и, повторюсь, статус тоже. То есть вот скачок в какие-то императорские энергии вполне вероятно. То есть просто так императора, видимо, не получишь, а придется делать что-то из области, правда, иррационального. Я хочу сказать, что самое главное, закон где-то мы не нарушаем, действуем по правилу и по правилам. И надо сказать, император, ведь он сам по себе, это иерархия, это закон, и он чтит эту самую иерархию, поэтому явно прыгать через голову руководителя, начальства там и так далее нам это не будет помогать. Это не ускорит какой-то процесс. Это уже я так попутно. Это в течение всего полугода. Нам наоборот будет помогать, если мы какую-то ступенчатость пройдем. Подписать, например, документ или ну, что-то согласовать. Значит, может быть, нас судьба может подталкивать пройти какую-то, словно, очередность или последовательность. Глядишь, мы новыми знакомыми, какими-то связями обзаведемся, знания какие-то получим, да, как тот или иной вопрос решить. Но каким-то образом это тоже нам будет на пользу. Как будто, правда, для вас может жизнь измениться очень кардинально. И это ведь мы смотрим несколько месяцев, а вот эта вся картина у кого-то может развиться буквально, может быть, за 1 месяц или за пару-тройку недель. Вот какие-то быстрые такие перемены. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.